Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Гвардию, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Топ-Не-1. Еще один ролик с нового патча. Оперативно работает молодой человек этот, записал он несколько роликов в один день, и уже мне их скинул, я их, соответственно, буду комментировать. И, кстати, ребята, вот тут вот у меня сразу есть вопрос к моим подписчикам. У меня есть несколько роликов со старого патча от моих подписчиков, соответственно. Что вы думаете, стоит ли их комментировать или уже не стоит их комментировать? Поэтому я жду ответ, соответственно, в комментариях. И я хочу напомнить, ребят, что если вы хотите, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в комментариях будет закрепленное сообщение, ссылка на конкретную запись в моем телеграм-канале. Переходите по этой ссылке, читайте все условия, соблюдайте их, скидывайте мне, соответственно, свою карточку, и я, соответственно, буду ее комментировать. Ребят, не переживайте за свой ранг. Просто если вы видите, что это добротная, хорошая карточка, вы можете, соответственно, мне ее скинуть, я ее прокомментирую. Также, если вы хотите, чтобы я разобрал ошибки, то тоже, соответственно, можете написать в комментариях. Вот. Ну, что ж, ребят. Присаживаемся сейчас все поудобнее. Соответственно, всем приятного просмотра, кто будет смотреть. Всем приятного аппетита, кто, соответственно, кушает. Приятных стоп, кто засыпает. А кто просто работает, то хорошего вам рабочего дня. Хоть сегодня и суббота, но все же. И кстати, ребята, я хочу напомнить, что сегодня в 6 часов вечера будет стримчик. Будет как на ютубе, так и на твиче. Поэтому, ребят, что правильно, я всех жду. Всех жду, обнял, приподнял, запасайтесь вкусняшками, все такое, и так далее, и так далее, и так далее. Все. Поехали, работаем. В 6 часов вечера всех жду. Вот. И не забудьте, ребят, сейчас поставить лайк под этот ролик, комментарий от 3 слов. И, соответственно, подписаться на мой телеграм-канал, который закреплен в описании под видео. А также в комментариях есть ссылочка на него, как я уже говорил ранее. Поэтому что? Правильно, все, погнали. Вот это вот отображение синергии, как у него сейчас, мне вообще не нравится. Типа, не знаю, как-то это не так выглядит. О, кстати, классный предмет второго тира, мне очень нравится. Блин, ему так хорошо везет на фигурки. У меня несколько фигур обалденных появилось. Во-первых, Марси, обалденная она. Во-вторых, тут есть резак. Я бы резачка взял, это чисто... О, взял. Ну, миндальная связь. Это просто, ребят, миндальная связь. Вы должны это уже понять. Все, это миндальная связь. Так, что здесь по легендаркам? Я здесь вижу, есть магический билд. Там есть Зевс, там есть Дух Пятерка, там есть... как его там, инвокер, во, вспомнил, как этого молодого зовут. Короче, есть вот эти вот ребятки, и вроде бы как здесь можно поиграть на магическом билде, но, не будем спешить, потому что тут есть тайдуха, а как мы знаем, что если есть тайдуха, это означает, что можно собрать 6 морских, и если соберется 6 морских, то будет поплава против этих магов, то даже 4 морских будет достаточно, если не будут падать хорошие предметы. Ну что ж, посмотрим, что в этой каточке будет, посмотрим. Кстати, решил поменять, вместо зверей поставить себе вот такой вот билд. Я, на самом деле, заранее поставил такой билд, потому что я, вот, если честно, я не верю в 2 зверей. 10% надбавки к урону, это, ну, такой себе баф на первом уровне. Но предметы у него, если быть прям откровенно честным, вот давайте, ну, скажем так, без преуменьшения, это полный шлак. Ну, гномья брошка, которая вообще не нужна, она прям тильтит максимально. Тут, кстати, чел тоже молодой, хороший, горячий, сильный. Фурион 2 звезды. На самом деле Фурион 2 звезды со старта очень душит. Если ему еще в Драконий Рог упал, то там вообще забейте. Там такая душнилова была. Что диву даешься. Не знаю, я не вижу смысла от бафа орков, потому что 150 хп это не так много, чем тот стол, который у него сейчас есть. У него сейчас стол намного посерьезнее, как по мне. Кстати, вопрос к своим подписчикам сразу еще один. Ну, блин, это видос, короче, будет с 1000 вопросов. В общем, мне писали в комментариях, что можно было бы вебку передвинуть. И вот такой вот вопрос. Что вы думаете насчет того, чтобы передвинуть вебку между людьми, то есть вот эта вот статистика слева, и вот посередине видите там, где раунды, вот между ними поставить, соответственно, вебку. Что вы думаете? Либо же опустить вебку в правый нижний угол, там, где, соответственно, показываются роллы, реликвии и тому подобное. Вот что вы скажете на этот счет? Стоит ли это делать, не стоит это делать, или плевать как-то? То есть я буду отталкиваться от мнения большинства, поэтому все, погнали. Потому что мне на самом деле, типа, то, что у меня вебка находится в левой части, там, чуть-чуть над опытом, мне комфортно, мне удобно, и я как бы не вижу в этом вообще никаких проблем, типа. В любом случае,
когда остается лейт-стадия, то ты в любом случае всех видишь, и как бы зачем тебе те ребятки, которые в лоу хп находятся. Короче, все. Жду от вас, соответственно, инфу. Но тут сильные столы у молодых уже. Кстати, кто не знает, вот этот ролик, который сейчас я комментирую, он записан немножко в предыдущем патче, это можно так сказать. Потому что вчера вышел мини-апдейт, и они убрали реликвию, награду за гоблинов. И зачем они это сделали, как бы я примерно понимаю, но они могли бы это просто реликвию перебалансить немножко. Перебалансить, переделать, ну, короче, сделать красиво. Они по итогу решили такие... Ну, короче, я возьму и просто удалю эту реликвию. Опа, паночка, хорош. Паночка сюда. Одна паночка хорошо, две лучше. Вот. Я так понимаю, он хочет через магию поиграть. Интересное решение. Походу, здесь реально у него будет магический билд. Но насколько это будет оправдано, когда есть 6 морских? Кто знает, посмотрим. Кто знает, посмотрим. Будет он клевер искать? Я, кстати, не заметил, он в первом тире предметы рольнул клевер или нет? Или он не верит в этой каточке в клевер? Я думаю, он, возможно, не верит в первого тира клевер сейчас. Хотя, на самом деле, можно было бы и поверить. Просто я, на самом деле, реально не заметил, он в первом тире рольнул клевер или не рольнул. Вот в чем вопрос. Это самый главный такой вот вопросик. Вопросичи. Как же в игре стало много денег? Оу май! Не, я, конечно, все понимаю. Но, по-моему, это сильно. Две панды ему упало. Ну, это топ не один. Он любитель сыграть через пандочку, и пандочка, как обычно, ему улыбается. Кстати, ребят, писали в комментариях о том, что вот эта вот новая реликвия, которая... А, я забыл, как, короче, она называется. Блин, как же она там называется? Запрет. Нет, не запрет. Короче, не могу вспомнить, как называется та новая реликвия. Но сама суть. То, что, скорее всего, это не баг. Хотя в этой игре ты не поймешь, что баг, а что фича. Вот серьезно. Не баг, а фича. Вот. И говорят, что эта реликвия откатывает деньги. И это нормальная такая тема на самом-то деле. Это слишком сильно. Я бы даже так это сказал. То есть, смотрите. Вы берете, блокируете какую-то синергию. Активируете вот эту вот реликвию. И она вам возвращает бабки за то, что вы когда-то там активировали эту, точнее, заблокировали какую-то синергию. Жестко? Да. Очень даже жестко. Как же эта реликвия называется? Серьезно, я забыл. Не помню. Короче, не помню, как это называется эта реликвия. Не буду гадать, сидеть, не буду задумываться, потому что если я сейчас начну задумываться о том, как называется эта реликвия, то я просто все свои мысли сосредоточу именно на этой реликвии и забуду, что тут вообще игра идет. Блин, на самом деле так трудно немного привыкнуть в том, что тебе за мобов теперь деньги даются. Ты рассчитываешь экономику совершенно на иное, а тут тебе вот... О, хаотичный договор. Ладно. 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 Ну не хочешь хаотичный договор, ну как хочешь. Ему еще и друиды такие классные упали. Лон друид, тренд, все такое. На самом деле я так наблюдал в течение игры, ему нормально так... В течение игры ему нормально так сыпет друида. А зачем? Двойные клыки. Кристалл призрака. Там гоблины уже собрались полные, обалдеть. Новый герой, кстати. Кстати, напишите, кто играл через нового героя. Его тычка. Интересно. Окей. Кто играл через нового героя? Его тычка включает модификаторы атаки или нет? Вот в чем вопрос. Классный снайпер с крутилкой. Мне на самом деле очень интересно, типа, включает ли модификаторы атаки его тычка. Ну, вот эта вот способность новая, которая начинает там молотком вокруг себя крутить, вертеть.
Мгм. В самом деле, мне кажется, они кнопки перепутали. Типа слева должно быть отменить, а справа подтвердить. Почему не сделали именно так? Непонятно. Если в действительности вот эта вот новая реликвия возвращает вам деньги за заблокированную синергию, у меня такой вот вопрос. Покажется ли это в этом видео? Что вот прям убедиться на 150%. На самом деле у него очень хорошая ситуация. У него 76 хп, 50 монет плюс. Все пока в порядке у него. Но судя по логам боя, то урона эта фигура мало нанесла. Кунка сюда. Кунка это то, что доктор прописал. Кунка это имбулька. Кстати, может баф людей поставить? Будет ли? Не будет ставить? По итогу баф людей стоит. Окей. Мне вот интересно, почему двойные клыки он взял? Окей, решил фулпан поставить. Кстати, пишите в комментариях, как вам вот это вот новое отображение синергии. Как по мне, дичь полная. Мне не особо нравится вот это вот новое отображение синергии. Как-то оно некрасиво смотрится. Эх. Эх, давай, тренд. В моменте мне показалось, что тренд затащит сейчас всех. Как же ему хорошо сыпятся друиды. Какой раунд замечаю, что ему реально очень хорошо сыпятся друиды. Марси купил, продал, купил, продал. Ну, по моей методике работает он. Купил, продал, купил, продал. Кстати, топ не один. Если ты проверял, или кто-то, может, из подписчиков знает, то напишите в комментариях, вот эти вот двойные клыки. Распространяется ли урон со способностей? Это очень такой важный момент. Если распространяется урон со способностей, то очень сильно будет. Да, у ребят там, конечно, нормальный такой стол. Какая импактовая фигура пришла. Не, а может поставишь обратно баф магов? А? Я как-то в баф магов больше верю. Все-таки минус 40% магического сопротивления это тебе не шутки. Смотрите, ребят, я сейчас включаю свои сверхъестественные способности и говорю ему, чтобы он баф магов поставил. Так, смотри, миндальная связь. Надо поставить магов. Минус 40 магического сопротивления, это не шутки. Ну и ладно, не сработало. Сверхъестественные мои способности не сработали. Ну и черт с ним. О, кстати, обратите внимание сейчас на вот этот вот предмет двойные клыки. Он бьет одного моба и, соответственно, 3 получает дамаг. Сильно? О, да. Очень сильный предмет. На мобов так точно. 5000 урона. То есть, смотрите, когда там юзается способность... Кстати, там же юзнулась способность, и способность это работала, получается. Короче, вот. Я ответил на свой вопрос, который задавал в начале. В общем, вот это вот вот эти вот двойные клыки, если чел бьет магией, ну, короче, уроном со способностью, то, соответственно, урон со способностью тоже делится на вот эти вот дубликаты фигур. Ну, прикольно, прикольно. Реально прикольно. Может, предмет первого тира поискать? Блинк, там что-нибудь такое. Я просто это отчетливо увидел на мобах. Так, идет дальше уровень, хорошо. Да, вот предмет против дубликатов вообще отлично смотрится. Против инсектоидов, против дубликатов, эльфов, я думаю, тоже отлично смотрится предмет. Оу. Оу май. Мало того, что ему сейчас пришла
Магическая панда в 2 звезды, так ему еще и тлеющий клинок. Он же Эмбер пришел. Прикольно, прикольно. Но я говорил, он любитель поиграть через пант и... Так сказать, показывает скиллуху. Как надо доставать пандочек. Я хочу посмотреть реализацию этой новой реликвии. Хочу. Сумка пандамена у него реликвия там лежит пока что. Он ждет своего часа. Когда придет время, он ее заюзает. Я бы на самом деле вот эти вот хп 300 попробовал бы переделать там в ману плюс 50%, либо же в блинк. Что-нибудь в такое. Я понимаю, что он хочет сыграть через магов, через драконов. Но пока что надо так сделать, как по мне. Ну, хозяин-барин. Только один вопрос. Кому ты душу продал за такие вот фигуры? Чтобы тебе вот так вот панды сыпались. Что это за мега-скилловый билд? Продай Эмбера, поставь себе пивную панду. А, ну можно и так, кстати. Легион, конечно, у него лишняя получается. У него и так есть куча людей. У него сейчас очень сильный стол. Во-первых, у него немножко кунг-фу, немножко магов, немножко людей. Ну и при том у него панда, как керри. Это сильно. Хитрец плюс бьет еще магией, так что это вообще очень сильно. Охотники собираются, гоблины мехи. Интересно, что там гоблин мех живет вообще. О, фулл эльфа с антимагом, понятно. Рыцари с новым героем, ну это такое себе. Меня больше опасает тот чел, который играет через антимага и эльфов. Вот это вот серьезная проблема. Знаете, что мне стало интересно? Прикиньте, если Зевс с двойными клыками по инсектоидам будет бить. Насколько это будет сильно? Это же будет очень сильно. Это будет так больно. Попа болеть будет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Попа бубо. Да что ж такое? Мне в глаз что-то попало. Жизнь. Там чел на охотниках, смотрите, что сотворил. Забавно. Антимаг 2 звезды уже, ну, понятно, очень скилловые ребятки там появились. Тутуру. Так, Шейдан. Здорово, Шейдан. Шедимен, точнее. Шедимен. Кстати, его паночку магическую только что ваншотнули. Так сказать. Начинили солью. Котел, Котел. Дедушка прибыл. Не будет никого менять на котла? Думаю, тембра посильнее будет. Ну... Как по мне, стоило бы поставить котла. Интересно, а если ему сейчас вот эта вот новая реликвия придет, он будет ее юзать? Кстати, говорят, что это новая реликвия, она действует до конца игры. Сомнительно, но окей. Хаотичный договор, кстати, было бы прикольно. Чтоб ему упал. Мастерская бума, либо же новая реликвия. И тут как бы выбор очевиден. А. Я прям видел, как он хотел себе, чтобы ему посох 3-го тира упал. Видел. $53 хп, почти 9 уровень. Да, в принципе, все ок. Если бы не панды, то у него было бы все не ок. С пандами его бы разорвали в пух и прах.
Хотя тут вот сейчас есть антимакс, Манки Кингов 2 звезды на 8 уровне. Но я думаю, сейчас придет его время. Будет больно. Больно будет. Еще один антимаг. Ясненько. Маска 5 тира. Ту-туру. Ну что ж. Держим кулачки за него и верим, что он какой-то прикольный билд соберет. Я приколюсь, если тут будет панда в 3 звезды, потому что здесь же есть этот... яички. И все, кстати, возможно, то, что ему могут упасть все панды. Ну, точнее, не все панды, а в 3 звезды панду может собрать. Вероятность такова имеется. Найс. Спасибо, Леончик. Но я на самом... Вау. Плюс 5 монет в студию. Плюс дракон. Хорош. Буду откровенно честен. Я не верю в этого, скажите. Вот эту вот панду магическую вообще не верю. Ну, такое себе, типа. Может, вместо Эмбера? Может, вместо Эмбера? Может, Кунку оставить? Но может вместо Эмбера поставить 6 мага? О, вот так. Жалко, что Кунку продал. О, маг-дракон. Хорош. Ему, кстати, вот эту вот панду нужно будет поставить в самый крайний угол, чтобы максимально урона давать. Потому что если он не поставит максимально в крайний угол, то максимально урона давать он не будет. Пупуру. Походу рыцарь его сейчас задушит. Но у него посоха 3 тира нету. Типа пока посоха 3 тира нету, его будут душить. Маги без посоха 3 тира не играют, к сожалению. Нормас. Я думал, его сейчас задушат, но нет. Разорчик сюда. Кстати, сумку Пандамена забыл юзнуть. Но это норма. Это норма. Так, баф 3 драконов уже имеется. Угу. Хитреца уже рыльнул. Окей. Опа. Сюда. Но магов пока что он рвет. Хорошо. Там, походу, никто не рассчитывал на то, что маги появятся, поэтому так происходит. Не хватает одного дракона. Надо найти вайпера. О, либо его, да. Вместо Лины. Либо вместо Разора, если хочешь баф людей оставить. Ну, ладно. Спектра. А, спектры, кстати, не было, по-моему, в легендарном пуле. Он мог бы бабки получить за это. Ну ладно. Сюда! О, да! Разорчик. Фу, разорчик. Зевс — это то, что доктор прописал. Кстати, а панду он поменял местами? Панда теперь нормально стоит или ненормально? Кстати, у чувака винстрик. Сюда давай. Сюда давай эту прикормку. Хорошо, молодец. Красауэлла. А может... Нет, сейчас сразу... Окей. Это, конечно, ну, не та шмотка, которая бы хотелось, но он ее закинул Джекиру, в принципе, пойдет. Ему кровь из носа необходим предмет. Это посох 3 тира. Без посоха 3 тира ему просто дамага хватать не будет. Да покупай ДК, почему нет? 2 звезды соберешь и пойдет.
Да елки-палки, ну серьезно. Я бы на самом деле вместо котла бы поставил... Ой, вместо разора бы поставил бы котла, но он хочет разора, окей. Ну, как по мне, разор просто не настолько эффективен, как... Ищет. Где же эти боги? Не знаю, отображение максимально хреновое. Типа надо Ну, я думаю, он уже вернул себе старое отображение, потому что новое отображение, ну, оно какое-то вообще не такое. Мне не нравится. Вообще не нравится. Такое себе отображение. Спектра была. Короче, ему же спектра там приходила, а он ее не купил и не открыл, соответственно, легендарную фигуру. Вот так вот. Получается ошибочка. Ошибочка, что не купил. Мог бы купить, продать. Чисто так. О, Марси. Это плохо. Знаете, почему плохо? Потому что этот типочек может себе сделать сейчас кунг-фу, плюс 6 морских и просто наслаждаться жизнью. И все. Без посоха третьего тира может дамага сейчас не хватать ему против спама. Хотя... Надо искать посох третьего тира. Давай. Вот это вот имбулька. Вот это вот хорошо. Все, теперь ему нужно найти только Аганим. И теперь у него маги будут дамажить. Ему надо, конечно, еще Зевса найти в идеале. В 2 звезды, чтобы вдруг чего перестроиться. И на всякий случай можно будет Хана взять. Все-таки Хан плотный. Может хорошенько так душить. Но вот если эльф на первом месте не перебилдится, то... Сочувствую этому эльфу. Этому эльфу нужно уже заранее продумать свои действия. Типа он уже, этот эльф, должен себе ставить 4 морских. Либо же 6 морских, 4 кунг-фу. Что будет вообще шикардос на самом-то деле. Потому что если он поставит себе такой вот билд, он будет давать свой прокаст, а соответственно морские будут срабатывать и будет очень много неприятного урона в табло. Ну ладно. Так, челик на топ-1 пришел. К сожалению, без винстрика. Но панда не может соло таргет забирать. Типа, об этом я говорил. Если бы котел мог ее сдуть, то тут не может ничего. Как я говорил, я не люблю эту панду. Просто не люблю эту панду и все. Это чисто мое предубеждение. О, леший. Ну, кстати, хорошие здесь легендарки. Это леший плюс хан. Можно будет их поставить под магов. Будет четко. Во-первых, леший, который на кастом начнет кастовать свою способность, тоже будет какой-то урон наносить. Плюс хан, который на контроль свой накинет. Ну, кстати, дух пятерку. Вот духа пятерку нужно обязательно. Особенно если он духа пятерку соберет в 2 звезды, там будет полный развал. Джекира со спелпризмом тоже прикольно. 2 ульты летят. Неимбовый Манки Кинг. Угу. Чисто половину стола, если что, в АФК отправил. Ну и 1 лондрид задушил. 89 хп. Опа. Опа. Вкусняшка. Но если вы в 2 звезды не собрать, то будет такое себе. Пока что неоднозначная катка. Типа его могут как и вынести, так могут и не вынести. Если там чуваки сбросят его со счетов и не будет никакой магдев делать, то сочувствую им. Вот этот дверь сильный. Ему бы еще сверху рефрешер и все. Ну и шар бездны на всякий случай. Уи! Уи!
Да. Ого. А нормально так там урона так нанеслось только что. От Джакира. Ну вот Гоблин, он продумал немножко, но он почему-то шарбезный отдал в Агра. А не отдал в Алхимика. Типа, это что за next level play? Это тут баталия чисто. Я почему просто так отношусь к вот этой вот пандочке? Я когда собирал ее в 3 звезды, мне дали так по горбу, что ну его в баню. Панда в 3 звезды вообще не тащила. У меня там был и посох 3-го тира, и драконы, и 6 магов. Все это было до одного места. Ну, по крайней мере, у меня противники были умные, они сразу ставили 4 морских себе сверху и шарбезный еще сверху. А у меня был посох 3-го тира, у меня был рефрешер. И что-то еще было, вот что еще не помню. Хекс, по-моему. По-моему, если не сшибает мне память, то Хекс. Ну, короче, не суть-то важно. Я плевался долго после этой панды. Нормально так Джакира наносит урона. Я что-то как-то не понял, что он так даже много урона наносит. Не захотел рисковать искать Аганим, хотя Аганим ему, наверное, даже больше нужен, нежели... Давай, давай, лешего тоже бери. Думает, закидывать предмет из Зевса или нет. Зевс слишком сильно. Типа соло таргет он будет... Да бери... О! Сюда. Только контроля никакого нету. Это плохо. Хан. Хан. Ну почему не хан? Почему? Зачем? Ну, блин. Вот эта вот жрица, она, как по мне, будет слабее, чем же хан. Ну. О. У него же спелпризм, кстати, есть. У него спелпризм будет работать и на Джакира. Это сильно. 13 700 урона. Норм. У меня там просто есть некоторые реликвии интересные. Я думаю, он будет брать все-таки рейд ночных зверей, который будет делать двойных мобов на 35-м раунде, чтобы у него было куча предметов для переролла и тому подобное. По идее, он эту Марси должен тупо ваншотнуть. Таким зевсовым. Но пока что Аганима нету, не могу определенно сказать. С Аганимом там 100% будет ваншот. Без Аганима вряд ли. О, там зверь, кстати, поставил себе 4 морских, чтобы защитить своих суммонеров. Интересно, хватит или нет этого? Этого ему. Я думаю, нет. Я думаю, вот этот Зевс будет пробивать сейчас эти 4 морских только в путь. Там эльфу нужно 100% ставить морских. 100%. Бэм. Как я и сказал, прилетел ваншот в Марсе. Если эльф не додумается поставить себе морских, то это будет поплава лютая. Мне на самом деле Джакира не нравится вот этот вот, ну, типа... 15 секунд КД у него на ультухе. Ай-яй-яй, не, ну вроде бы круто, но ему Аганим нужен. Я думаю, все-таки он в скором времени возьмет себе рейд ночных зверей и будет через Аганчик тащить. Да. Да. Не, эльф там тупой. Ну, без обид как бы этому эльфу, но он вообще не думает. Этот эльф должен был уже заранее как бы продумать о том, что ему нужно поставить будет 4 морских и 4 кунфу. Точнее, 4 морских... 6 морских, 4 кунфу и просто порвать мага. Ну, на всякий случай мог бы еще взять там шар бездны. Ну, зверя он просто рвет.
Рвет без шансов. Дух пятерка сюда. Вот это имба. Дух пятерка имба. Ну, эльф спокойные зверя тоже выносит. Но... Посмотрим. Может, сейчас эльф возьмет, перебилдится вообще в полностью морских. Хотя, на самом деле, перебилдится в полностью морских, как по мне, это будет тупо. Намного лучше сделать 4 кунг-фу и 6 морских, раз есть такая возможность. А у него она была. Но он сидел почему-то в 7 уровне и ролился. Зачем? Одному лишь богу известно зачем. Ну, в следующий раз, скажем так, подумать 10 раз о том, как это контрить. Кстати, панду можешь подставлять таким образом, чтобы понимать, где находится основная толпа, чтобы туда панда летела. Чтобы намного больше урона наносила. Так, 4 морских. Здорово. Зевс почти... Ну, Зевс на самом деле пробивает морских. Бэм. Да, как я и сказал, если был бы тут Аганим, там вот вообще ваншот прилетел. Лютый ваншот. Ну, посмотрим, что будет делать этот эльф. Какой элемент искажается. Аганим нужен. Нужен Аганим. Так, ну что там по предметам, давай. Показывай, что тебе сейчас упадет. Бэм. Ваншотик. Бэм. О, догончик. О, сюда. Аганим. Ну, что ж. Сейчас будет ваншот. Чел морских поставил, да? Или нет? Не, по-моему, не поставил морских. Чисто по приколу решил Джакира закерить. Там же не спел призма, ничего такого нету. Типа, в чем прикол? Ну, там чел, походу, даже морских не ставит себя. Но давайте угадаю. Сейчас пробьет Зевс его. Не попал пока что. Кто-то понимает, почему этот тип не сделал себе морских? Хоть кто-то может мне объяснить, почему так? У него куча магического сопротивления, все такое, но почему он не поставил себе морских? Типа, в чем прикол? Типа, ну почему? Почему он не поставил морских? Ладно. На этот вопрос я не смогу найти ответа, но что я хочу сказать. В конечном итоге топ-1 такой думает такой, ну, блин, Закира никто в основном не керит, а давайте я попробую на один раунд его закерить и посмотреть, что будет. И, так сказать, он унизил этого антимага чисто с помощью Джакира. Катка была очень прикольной, красивой, мне понравилось. Хорошая каточка, добротная каточка. В общем, ребят, напоминаю, что сегодня в 6 часов вечера будет стримчик. Всех жду, запасаемся вкусняшками и все такое. Кто на меня не подписан, соответственно, подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков, а губа не дура и до миллиона недалеко. Также не забудьте поставить свой лайк с комментарием от 3 слов, чтобы поддержать данный ролик, и он продвинулся в тренды рекомендаций. И не забудь подписаться на мой телеграм-канал. Закреплен в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи.